Рада видеть своих подписчиков и гостей на канале и уже в новом году. Вот ты какой, оказывается, 2023 наступил таки. У нас на тебя большие планы, да? У нас дождливо и относительно тепло, +5. Поэтому зима такая условная, скажем. Предлагаю начать год с выбора красивой ели в сад. Если у вас уже есть ели, новая лишней точно не будет. А если нет, то самое время задуматься о покупке хвойного дерева. Во-первых, это полезно дышать воздухом с фитонцидами, а во-вторых, иметь лесную красавицу на участке – это просто незабываемый праздник каждый день и у вас дома. Но у всех понятие разное, красивое. Не так ли? Сложно выбрать. Одному красивое это, другому красивое то. Я сегодня расскажу о двух своих елях – хупси и акраконе. Сравним их достоинства и недостатки. А еще я открою секрет, возле какой из них все мои знакомые, дети, родственники и гости всегда останавливаются. Всегда. Возле красивой хупси или необычной акраконы. Как вы думаете? Интрига. Сравнивать эти ели вообще-то сложно, потому что они совершенно разные. Но я попробую и покажу вам. Скажу сразу, что выбирать ваш сад будете вы сами. Можно абсолютно другие сорта. У меня растут эти, про них я и буду рассказывать. Просьба поставить лайк и подписаться, чтобы нам не потеряться на просторах интернета. А я начинаю свой рассказ про моих красавиц. Хупси. Как-то на подсознательном уровне я всегда была уверена, что голубая ель должна быть у меня в саду. Может, это из детства, не знаю. Такие ели считались как бы престижными, но ей было точно быть. Я долго выбирала, какую голубую ель посадить, и первой стала хупси. Первая, потому что у меня еще есть две небольшие голубые елочки. Я позже, может быть, про них расскажу. Стала вот эта хупси, о чем я абсолютно не жалею. Ель хупси самая голубая из всех привитых колючих елей. Крона у нее небесно-голубого насыщенного цвета. И это самый-самый популярный сорт в Европе среди простых садоводов и ландшафтных дизайнеров. У хупси густая крона и небольшие относительно размеры. В 30 лет она будет 10 метров высотой. 30, представьте. И 4 метра в ширину. Компактная очень елочка. Я покупала ель с комом земли в ноябре прошлого года. Надо отдельно сказать, что растения, которые вы высаживаете с комом земли, замирают в развитии примерно на год-полтора. Они как бы выжидают, будет ли еще им стресс, или уже можно начинать расти и пускать корни. Глажу иголочки колючие. С комом хвойные и все лиственные сажают ранней весной и поздней осенью с комом земли. В период с апреля по конец сентября где-то, в зависимости от региона, тревожить растения нельзя. Они практически не приживаются из-за высоких температур и пересыхания почвы в летний период. Имейте это в виду, как бы в питомнике вас не уговаривали. А растения, которые в контейнерах, выращивать можно и сажать в любое время года. Их корневая система после высадки в грунт продолжает развиваться, и растение, не делая паузы от стресса, нарастает и чувствует себя хорошо на новом месте. Это важно. Делюсь с вами советами, то, что узнала сама. Это ни в коей мере не какой-то
правило, которое я вам навязываю. Это мои знания, которые я получила. И просто делюсь с вами. А то я в комментариях такого начиталась, что насмеялась прямо. Так вот, расскажу, как определить в питомнике точно, хупси это или нет. Цена на нее все-таки приличная и не хочется ошибиться. Или вам предлагают ее аналог. Может и такое даже быть. Рассмотрите внимательно ее иголочки. Прямо близко-близко. У хупси хвоинки растут ровными рядами, причесанные, как расческой причесанные в одну сторону, не топорщатся. У других елочек они немножко в разнобой идут, даже у голубых. А у хупси ровненькие в одну сторону, все как заложены, как расческой провели. Иголочки весной светло-голубые, лазоревый цвет. И на контрасте со старыми, почти синими хвоинками, это фееричное зрелище, особенно в весенний период. Так вот, моя хупси пока дала приросты в этом году очень маленькие, сантиметров 10. И шишек ее я красивых пурпурно-малиновых вообще не видела. Показываю вам фото из интернета. Можно представить, какая-то феерия цвета, голубой и малиновый. Жду этот сезон с нетерпением. Ветви прочные, не гнущиеся. От мокрого снега даже не наклоняются зимой. Уже испытала она снежный плен. Хотя у меня она маленькая, всего метр. 95 где-то сантиметров. Побеги растут горизонтальными слоями, и от этого крона очень густая, даже когда вот она малышка. Не подобраться туда в середину. Вчера перевязывала ее к опоре и вся покололась. Наверное, вы сразу спросите, зачем ее к опоре привязывать? Да, ровненькая, красивая. Тут я хочу тоже очень важный совет дать именно по хупси. Потому что почитала в интернете, было у людей, что искривляется хупси. У ели и хупси генетическая особенность. В молодом возрасте ствол склонен к искривлению. Пару-тройку лет после посадки она должна расти, прикрепленная к надежной опоре. Только когда вы тогда увидите, что у нее выпрямился ствол и ель пошла строго вертикально, опору можно убирать. Надо крепкую опору. Это тоже важно, именно про хупси. На солнышке посаженная хупси будет по цвету намного ярче, чем если в тени. Хотя и там расти она будет. Обработки и подкормки, как у всех хвойных, особого какого-то ухода не требует. Идеально в качестве новогоднего хвойного дерева. Хороша для небольших садов, красиво солитером. У меня она так солитером и высажена отдельно. По характеристикам ежегодный прирост средний, где-то 20 сантиметров. Ну, посмотрим, чем она меня в этом году порадует. Ну что, уговорила хупси посадить вас? Подождите, это вы еще окрокону мою не видели. И не знаете про нее много интересного. Сейчас расскажу. Ель европейская окрокона. Это абсолютная противоположность хупси. Совсем другая. Окрокона это небольшое, но широко так распростертой кроной хвойное дерево. Форма у нее асимметричная, совершенно неправильная. Ветви живописно, удивительно так свисают, создавая эффект лесной дивы из волшебного, как заколдованного леса. Медленно очень растет.
и тоже невысокая. В 30 лет едва-едва 4 метра достигнет, а в диаметре около 2 метров. Летом любит дополнительный полив и полутень. Ну, условия как в лесу, в общем. У меня посажена она вдоль дорожки по большому кругу. Хвоя темно-зеленая, короткая, иголочки колючие. Я рассказывала, как отличить ель и пихту. Это про иголочки. Можно, кто не видел, посмотреть по ссылке это видео. Закреплю сейчас. Ветки тонкие и, видите, такие свисают, как вниз, повислые. От снега, к сожалению, могут ломаться. По сравнению с хупси у этой ветки, хотя гибкие. У меня еще не сломалось, но я видела в питомнике поломанное дерево. Ну, что еще сказать? Ее любят всякие хвойные вредители, нуждаются в обработках. Я, к сожалению, сразу после покупки обнаружила вредителей, но все обошлось. В моем саду она уже растет второй год, 1,5 где-то. Ну, елочка эта хороша из-за своих небольших размеров. Ее в альпинарии можно посадить, или если у вас сад восточного стиля, и как солитер идеально. Темно-зеленый цвет хвои у нее. Сейчас расскажу интересное, как я ее купила. Кстати, покупала в горшке, поэтому и в рост она пошла в первый же год. И шишки подарила в первую весну. Шишки, кстати, тоже пурпурно-малиновые, красивые. Я там позже фотографию нашла, покажу вам. Зимой вот такие коричневые. Из них много семян летит. Ну, надеюсь, у меня весь участок акроконами не зарастет из-за этих семян. Ну так вот, увидела я ее в питомнике и влюбилась. Купила. Привезли домой. Я маме сразу фотку сделала, отправила. И следом звоню и хвастаюсь. Такую невероятную ель посажу, видела? Жду, слушаю, в ответ что-то тишина, мама молчит. А потом спрашивает так: Света, а что эта елочка была самая последняя в питомнике? Какая-то она, мягко говоря, неприглядная. Или больная. Мам, да такая она и есть. В этом же и фишка вся, вот в этой ее необычности. В общем, с тех пор упоминание акрокона в разговоре у нас имеет какое-то нарицательное значение. Все такое странное, непонятное мы называем как акрокона. Очередное мое новое хвойное растение, она всегда спрашивает: это не как-то акрокона, чуть получше? Вот такие абсолютно разные ели. Выбирать, конечно, вам. А я наконец-то открою интригу и скажу, что возле акроконы останавливаются все. Все вновь приходящие в сад. И даже муж мой, который к растениям совершенно равнодушен, почему-то ее любит. Смотрит на нее, проходя мимо, и спрашивает: Света, она вроде подросла немножко, ты видела? Шишки весной трогали все и спрашивали: это ее такие шишки? Цвет такой невероятный. Оказывается, необычные хвойные в саду привлекают удивленно восторженные взгляды намного больше, чем просто красивые. Это такой закон в жизни тоже бывает, да? Красивое и необычное. Необычное всегда привлекает. Я вот подумываю, кого ей в пару прикупить. Время до марта еще есть, когда можно начинать высаживать растения.
Какой вы выберете ель, конечно, решать вам. Я показала свои и думаю, видео помогло вам определиться. Просьба поставить лайк и подписаться. До встречи в моем саду и с наступившим Новым годом всех!